Классически, конечно, когда мы разбираем, мы смотрим обязательно, ну, во-первых, все, что здесь было с плеча, мы это уже не найдем. Угу. Вот эта нога подворачивается. Да. Я сейчас проверю на этой конечности. Держи. Малоберцовую группу дай, пожалуйста, мне сюда в руку. Не. Руку, ногой дальше вот сюда. Вот сюда, в ладонь. Не, сейчас, еще раз. Жень, посмотри. Вот сюда. Угу. Дай, пожалуйста. Мышца работает. Согласен? Да. Держи, пожалуйста. Держи вот так. Дави, пожалуйста. Мышца не работает. По-разному? Да. Дави, пожалуйста. Дави. Сейчас еще раз. Дави. Держи. Дави, пожалуйста. Тут во время теста что-то мы поправили. Было ощущение? Угу. И она сейчас работает. Дави, пожалуйста. Да, дави, пожалуйста. Может быть, это была компенсация вот того, и это все ушло. Ну, то есть его можно смотреть его малоберцовую группу, но, собственно, наш сегодняшний разбор заключался в стабилизации плечевого сустава. Это более серьезно, да, ситуация? Да. Как мы можем определить, есть ли нарушение здесь без теста этого сустава? Индикаторная мышца. Дави, пожалуйста. Дави. Дави. Индикатор? УТЛ в любом виде. Либо я так придавливаю, либо попросим пациента придавить сухожилие. Своей рукой лучше ставьте. Сюда. Все. Вы смотрите, чтобы не было гипотонии. Ну, здесь гипер 5 нет, понятно. Но если будет гипер 5, он сразу идет в гипотонию. Дави, пожалуйста. Дави. Если это локальная проблема сухожилия, тогда вы уходите от него, ставите на другую. И мышца в этой ситуации все равно, она нормотонична. Дави. 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 Придави. Давай я сам придавлю. Дави. 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 А ну еще поставь сюда сухожилие. Так. Нет. Вот так. И не смещай никуда. Дави. Дави. И гипертонус. То есть вот здесь то ли есть какая-то проблема, он когда придавливает это сухожилие, есть проблема. Когда я придавливаю здесь сухожилие, давите. Мышца нормотонична. А придави вот здесь сухожилие. Вот так сейчас. Дави. Дави. То есть здесь есть локальная проблема, и это нужно перепроверять. Дальше, УТЛ. Я беру... Не, стой, не уходи. Держи. Даю сюда цепочки. Дави, пожалуйста. Сумки. Дави. Поскольку это голеностоп, я бы здесь давал гольжи. И растягивал бы их группой вот так. Сразу, все подряд. Дави, пожалуйста. Нет. Вот так. Дави. Видно? То есть я растянул все. Мне не важно. Теперь я могу отдельно посмотреть, что я растянул. Но это ненормальный ответ. В другую сторону. Дави, пожалуйста. Тоже проблема. То есть вот это движение и вот это вызывает гипотонию. Вот это движение. Дави, пожалуйста. Не вызывает. Я могу придавливать локально связки. Дави, пожалуйста. Гипотония. Вот здесь. Дави. Я нашел одну связку. Сейчас еще найду. Обычно можно ориентироваться на боль. И нашел вторую связку. Две связки. Убираю. Дальше.
Первичная. Первичная, вторичная. Ну, все то же самое. Рецептор поменялся. Только всего лишь навсего я на него надавливаю. Это просто модальный, это стимул для этого. Я беру первая связка. Раз, два. Вот так. Дай, пожалуйста. И она вторичная. Связочка та, которая здесь. Раз, два. И она первичная. Дальше. Алгоритм первого дня. Первичная и вторичная основная. Мы знаем первичную. Теперь нам нужно найти вторичную основную. На первичную должен отменять бинарный. Совершенно верно. Двойной стимул первичный. Обязательно протестировали гипотонию, потому что можете не попасть туда. Одиночный стимул вторичный. Какой-то вторичная основная. Лечить. Дави, пожалуйста. Дави. Дави. Ну и как бы первичный прием, да, можно пролечить. И дальше, например, если вы сомневаетесь, вы пролечили и попросили пациента подвигаться, чтобы проблема вернулась. Обычно эти места могут быть болезненны, то есть вот по болям можете найти. Дави, пожалуйста. Я дал двойной стимул на первичную. УТЛ. Стимул на вторичную. Дави, пожалуйста. Все, сила. Сейчас перетестирую икроножную группу. Держи, пожалуйста. Дави сюда. По-другому? Да. Ну, прям, да. Потому что там как бы так изначально гипотонию, потом вроде бы как гипотония непонятно. Сейчас мышца 100% работает. Дальше, Жень, подвигайся, пожалуйста, максимально. Попрыгай, покрутись. Грудной отдел покрути, плечо, это. То сейчас вы уже можете заставить его попрыгать вообще все. Там и органы, и все как угодно. Можно и так делать, можно потопать. На ногах там могут быть и внутрисуставные такие же рецепторы. И первое, что я проверю, мышцы на руке, сохраняется ли тонус. И проверю рецепторы на ноге. Угу. Все, держи. Дави. Дави, дави. Держи, дави. Тонус сохраняется? Да. Ложись на спинку. УТЛ. Рецептор первичный. Одиночный стимул. Дави, пожалуйста. Рецептор вторичный. Дави, пожалуйста. Я могу сделать то же самое. УТЛ сохраняя, потянул стопу. Дави, пожалуйста. Потянул стопу. Дави. Дави, пожалуйста. Еще раз. Не понял. Еще раз. Дави. Сильно? Да. Ощущения в голеностопе поменялись? Или непонятно? Пока непонятно. Непонятно. Что еще вы хотите, чтобы посмотрели? Как провоцируются болевые рецепторы? Мышцы, держите. Мышцы. Ну, держи, дави. Воздухом надо. Дави. Сейчас, стоп. Держишь? Дави. А до этого не держал? Ну, держи, дави. Мышца работает. Держи. Да. Так. Дальше, смотрите. Вы стрессируете всю конечность. Держи, пожалуйста. Дай. Мышца сильная. Держите. Мышца сильная. То же самое. Ручку в кулак. Давите. Мышца сильная. То есть там таких проблем нет. Ну так. Также можно и тракцию, да? Какую? Ну, тракцию это связкивают. Ну, в норме ни на одна из провокаций не должна дать. Но тракцию я бы тогда поставил УТЛ. Поставь, пожалуйста, Нет, этот. меня интересует только левая нога. Давай. Тракцию все. Держи. Дернуть? Ну, я тогда дерну всю ногу. Ну, конечно, чего.
Смотри. Ну, понятно, что я дергаю и не только ногу. Держи, пожалуйста. Дави. Дави. Вот так. Потому что если что-то сработало, может быть это КПС или еще что-то, тогда я буду дергать уже локально по сегментам. Если не сработало, мне нет смысла дергать. Держи, пожалуйста. Расслабь, расслабь. Держи. Дави, дави. Ну вот так. Коленный сустав можно дергать отдельно, крестообразные связки, переднюю, заднюю, боковые связки. И тестируй. Дай, пожалуйста. Дай. Ну, крестообразный передний крест вот этот, задний крест вот этот. И тестируйте мышцу. Можете тестировать и ассоциированные мышцы, и индикаторные давить. Ни та не должна дать гипотонию. Жень, подъем. Коллеги, что вы хотите еще увидеть? Ну, в принципе, плечо точно стабильно? Да. Смотри, а голеностоп, ты можешь, ну, там, минутку обуться, пройтись по коридору, может, там вниз спуститься, по ступенькам подняться? Возвращайся. Тут уже не будут просить, наверное, на шпагат сесть. Да. Вы увидели, коллеги, что рецепторы меняются, правила одни и те же. Иногда есть какие-то моменты, когда вот необходимо сделать то, что здесь, казалось бы, оно не пригодится. Где-то улучшили вторичную, первично выключилось, где-то наоборот. И когда у вас есть в арсенале какие-то такие мелочи, вы более функциональны, чем вы потом будете ну, с трудом его диагностировать. Как наши коллеги пишут? Им вообще все понравилось? Ну, пишут, что все понятно, там был вопрос, почему одинарным стимулом делали, тестировали конечность, ну, написал, что был УТЛ. УТЛ, да. Ну, коллеги, я говорил, что у меня моя рука ставит УТЛ на ахиллово сухожилие. Либо Евгений ставил с... кстати, можно посмотреть. Сейчас почему с правой стороны был гипертонус при установке здесь. Либо это какая-то локальная проблема, либо там этой проблемы уже не будет. Ну, футбол-то, видимо, сам по себе травмоопасный спорт, да? Нет, у него связка была растянута. Причем связка по передней поверхности, там кости предплюсные, где-то в области медиальных, ну, в области клиновидных костей. Жень, что-то поменялось? Иди. Щелкать пока перестал. Щелкать перестала? В сторону не клонит. Голеностоп. Да. Ну, то есть он стал стабильный. То есть у пациента ушли щелчки в левом голеностопном суставе, и то, что он сейчас показал, я покажу. Вот перестало вот такое качание, да? Иди сюда. То есть сустав стал стабильный. Ну, ровно стоит сейчас. И плечо? Плечо в тонусе. Дави, пожалуйста. Дави. Тогда закономерно группа спрашивает.